Привет, друзья! Сегодня я покажу вам очень неожиданный лайфхак. Мы превратим обычный двусторонний сплиттер в настоящую ТВ-антенну. Да-да, вы не ослышались. Тот самый сплиттер, которым вы когда-то делили телевизионный сигнал. Теперь будет ловить каналы без лишних затрат. Не нужно больше тратить деньги на антенны или сложные системы. Все, что вам понадобится, уже может быть у вас дома. Смотрите внимательно, делайте вместе со мной, и в конце мы узнаем, насколько хорош сигнал получится. Не забудьте поставить лайк, если эта идея вас удивит. И подписывайся, чтобы не пропустить новые эксперименты. Для начала возьмем 40 сантиметров коаксиального кабеля. И с каждой стороны по 5 сантиметров мы должны сделать прорез. Прорез делаем очень глубоким, чтобы прорезать полностью и оплетку, и изоляцию центрального проводника. А дальше мы должны снять изоляцию центральной части этого провода. Прорезаем ее вдоль, только будьте осторожны, не испортите ни стол, ни свои руки. Прорезать стараемся глубоко, чтобы прорезать сразу и оплетку, а нам здесь не нужна. Сейчас мы зачистим кабель, но интересно, а если снять изоляцию только наполовину, сигнал станет лучше или хуже? Сам не знаю, но попробуем. Теперь мы должны снять нашу изоляцию с нашего провода. Делаем это аккуратно, чтобы не повредить свои руки и крайние кусочки проводов. Избавляемся от оплетки, полностью прорезая ее до центрального проводника. Когда снимаешь изоляцию, главное не повредить внутреннюю жилу. Хотя я слышал от одного специалиста, что надрезы на жиле улучшают прием. Сомнительно, но кто его знает. Напишите в комментарии, что вы думаете. Подрезаем лишнюю волосню, чтобы визуально мы просто кайфовали от этой антенны. Всю оплетку долой, она нам не нужна. У нас будет совсем другая схема. Магазинные антенны будут нервно курить в сторонке. Будьте осторожны с вашими руками. Они нам еще нужны. Вот так вот мы очистили центральную полость от оплетки. И теперь мы должны срезать изоляцию центрального проводника. В теории это не трудно, но вы старайтесь, чтобы это было красиво. Ведь на этот центральный проводник мы и будем ловить наши каналы. Иногда говорят, что направление на север увеличивает мощность сигнала, но у меня на компасе нет северного полюса. Надеюсь, зрители подскажут, как тут ориентироваться. А мы тем временем дорезаем изоляцию центрального проводника. Срезаем полностью, чтобы на концах у нас оставалось по 5 сантиметров незачищенного кабеля. Убираем весь шлак изоляции, чтобы у нас осталась голая жила. Теперь в наших задачах поставить фишки. Это стандартная процедура. Подрезаем изоляцию. Убираем оплетку. Оплетку не обрезайте, она нам нужна. И миллиметров 10 убираем центральной изоляции центрального проводника. Дальше берем нашу фишку и накручиваем ее по часовой стрелке. Подрезаем волосню, чтобы визуально мы кайфанули. Все то же самое делаем и со второй половиной. Люди утверждают, что если подключить к этой конструкции батарейку, появятся новые каналы. Может, это просто сказка, но я все же проверять это не буду. Вторая половина у нас готова. Теперь только наводим лоск. И мы должны пометить, где у нас какой выход. Сейчас мы должны пометить минусовой выход.
Помечаем его синей изолентой. Синий значит минус. А плюсовой выход мы пометим красным. Красный значит плюс. Главное делать все уверенно, тогда антенна поймет, что вы не новичок, и сама настроится на лучший сигнал. Да-да, я тоже сомневаюсь в этом, но кто знает. А мы тем временем подготовили все. Дальше мы должны выровнять центральный проводник. Берем какую-нибудь тряпку, перчатку и выравниваем проводник. Это нужно для того, чтобы сигнал был чистым и не искажался. Некоторые утверждают, что если аккуратно выпрямлять центральный проводник под углом в 30 градусов, то сигнал становится на 15% чище. Не спрашивайте меня, откуда такая точная цифра. И вот мы дошли до того, что мы будем соединяться со сплиттером. Мы должны соединиться в двойной выход. Плюс у нас идет направо. Здесь уж вы точно не перепутаете. Плюс у нас выходит направо. А минус в левый контакт. Вот сейчас я соединяю кабель со сплиттером, и у меня странное чувство, что это даст мне доступ к каналам даже с другой планеты. Но это просто интуиция. Закручиваем хорошо, почти до хруста, чтобы у нас был самый лучший контакт. И теперь самое сложное в нашем проекте. Мы должны сделать из центрального проводника круг, как будто бы это лассо, чтобы мы захватывали телеканалы. Вот мы сделали круг, и теперь чуть-чуть приподнимаем его, чтобы он смотрел кверху, когда сплиттер лежит. Тем самым мы сделали лассо, через которое будет проходить сигнал и приниматься на наш сплиттер. Дальше мы делаем подключение к нашему телевизору. Все стандартно, ставим фишки на кабель с двух сторон. Кое-кто утверждает, что если во время подключения смотреть на север, качество улучшается. Я попробую смотреть в окно, но у меня там, кажется, юго-запад. Снимаем общую изоляцию, загибаем нашу оплетку, снимаем 10 мм центрального проводника и накручиваем наш штекер. Никогда не понимал, зачем нужна эта фольга. Вот тут бы мне пригодилась консультация какого-нибудь физика или инженера. Но так как здесь таких нету, буду основываться на свой эксперимент, на слухах и непроверенных фактах. Не стесняйтесь меня поправить. Вот первая сторона готова. Накручиваем второй штекер. И вставляем фишку. Эта сторона кабеля пойдет у нас в телевизор. Подрезаем лишнюю волосню, чтобы визуально у нас было все красиво. И самое время подключиться к нашему сплиттеру. Накручиваем наш кабель, но так, чтобы соединение было самым плотным. Плохое соединение сулит нам плохой сигнал. Крутим до хруста, чтобы сигнал был лучшим. Когда все соединяю, я представляю, что строю какую-то антенну будущего. Хотя на деле у меня просто кабель, сплиттер и мечты о бесплатном телевидении. Но вы тоже должны мечтать, ведь мечты сбываются. Подравниваем антенну, чтобы у нас был идеальный круг.
Проверяем последние подготовления. Вот такая антенна у нас получилась. Через это лассо мы будем принимать сигналы. Погнали пробовать. Берем обычный приемник, чтобы вы потом мне не сказали, что у меня все через Wi-Fi. Подключаем HDMI кабели от нашего монитора. И подключаем антенну. И момент истины. Включаю телевизор. Если сейчас появится HD канал с другой стороны планеты, я стану верить во все эти легенды. Если нет, значит все наши предположения были просто мифом. Как видите, каналы заработали. И это отлично. Все благодаря нашей антенне, смекалке и интуиции. Пишите, что вы думаете об этом эксперименте, верили ли вы с самого начала, что это сработает, или вы уверены, что я зря потратил время. Жду ваших умных и едких комментариев внизу. Ставь лайк, если вам понравилось зрелище, и до встречи в новых безумных экспериментах.